Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим настоящую катастрофу для свиноводства. Рассмотрим репродуктивно-респираторный синдром свиней. По крайней мере, так считали лет 30 назад, когда это заболевание только начали диагностировать. Ущерб свиноводству оно наносило колоссальный. На защиту от этой болезни были задействованы лучшие умы ветеринарной науки. Было непросто. Были потрачены рекордные суммы денег, пока удалось хоть как-то решить эту проблему. Считается, что вирус РРС – это одна из страшнейших бед в истории животноводства. Почему же так считается? Давайте рассмотрим все более подробно. Репродуктивно-респираторный синдром свиней, по-другому его еще называют болезнь синее ухо или эпизоотический аборт свиней, проявляется массовыми абортами свиноматок на последней стадии супоросности, то есть после 90 дней супоросности. У свиноматок могут наблюдаться преждевременные поросы на 2-4 дня раньше. Этот разброс варьирует от 5% до 30%. Иногда, наоборот, может наблюдаться задержка пороса. При РРС всегда высокий уровень повторных осеменений от 20 до 40%. И это еще не все. У части свиноматок может наблюдаться удлинение пороса до 2 суток или наличие первичной слабости схваток и потуг. Как правило, у таких животных отмечается задержание последа с последующим развитием синдрома метрит-мастита-галактии. Общая заболеваемость свиноматок послеродовыми болезнями составляет около 58%. Из них 47% это эндометриты и около 11% это синдром метрит-мастита-галактия. Пораженность долей молочной железы субклиническим маститом в 3-4 раза выше, чем у клинически здоровых животных. Мертворождаемость у первопоросок может достигать даже до 95%, а у основных свиноматок где-то около 30%. Теперь перейдем к поросятам. Молодняк рождается нежизнеспособным. Поросята гибнут в течение первых 2-7 дней после рождения. Наряду с живыми новорожденными, обычно погибающими в течение первой недели, рождаются мертвые мумифицированные плоды. У поросят, которые родились от больных свиноматок, отмечают конъюнктивиты, отеки, воспаление век и также отмечают тяжелое течение респираторных болезней разной этиологии. Иногда у поросят отсутствует или слабо развит сосательный рефлекс, наблюдается тремор мышц, то есть подергивание. Поросята, родившиеся от больных свиноматок, также страдают диареей и крипторхизмом. Особенностью данного заболевания есть то, что РРС чаще всего не протекает как моноинфекция. То есть так, чтобы это было только один РРС. Как правило, РРС протекает в ассоциации с другими инфекциями. Это связано с тем, что вирус, который вызывает данное заболевание, иммуносупрессивный. Это значит, что он подавляет иммунную систему и активизирует действие других патогенов, даже если они невысокой патогенности. Присутствие вируса РРС ухудшает течение всех болезней. Эта болезнь часто протекает в ассоциации с другими инфекциями: парвовирусной, рота, коронной и энтеровирусной, болезнью АОС и другими. У многих животных данное заболевание может протекать даже вообще бессимптомно. У свиноматок и хряков болезнь протекает бессимптомно. Инфицированные животные на протяжении длительного периода времени выделяют вирус, поэтому можно сказать, что это очень опасная, персистирующая и рецидивирующая инфекция. Вирус репродуктивного респираторного синдрома свиней имеет очень много уникальных свойств и не в пользу для свиноводов. Одним из таких свойств является то, что вирус способен очень сильно мутировать, то есть менять свою антигенную структуру. Это значит, что вирус может гулять в стадии. Будет какой-то процент заболевших животных. И клинически это будет проявляться практически незаметно. А потом, что называется, бабах, и ни с того ни с сего вирус меняет свою антигенную структуру, становится высокопатогенным, и клиника болезни проявляется уже очень ярко. Второй особенностью данного вируса есть то, что после естественного инфицирования или после вакцинации иммунный ответ достаточно слабый. То есть, что при естественном заражении, что при вакцинации антитела вырабатываются очень медленно, где-то аж на 4-5 неделю, хотя виремия наблюдается уже на 3-4 день. А уровень антител есть не что иное, как степень напряженности иммунитета, то есть уровень защиты организма. Отсюда следует, что даже после вакцинации не возникает устойчивый иммунитет к данному заболеванию, что есть очень плохо. Но и это еще не все. Установлено, что даже высокий уровень антител
не является свидетельством того, что свиньи имеют высокую защиту. Вирус может реплицироваться даже в присутствии антител. Это фантастика, но опять же не в нашу пользу. Так как вирус очень легко мутирует, а это значит, что на одной и той же ферме может быть несколько штаммов вируса, развитие всегда получает наиболее патогенный штамм. Есть еще одна уникальная особенность у данного вируса. Передача вируса в рамках одной фермы происходит очень медленно. Это значит, что вирус репродуктивно-респираторного синдрома высокопатогенный, но контагиозность у него очень низкая. По-другому это можно объяснить так, что если на ферму попало животное, у которого в крови есть вирус РРС, то это может быть и не проявляться в течение длительного периода времени. И это не значит, что все свиньи, которые есть на свиноферме, сразу же все заболеют. Нет, процесс развития заболевания достаточно медленный. Все это я вам рассказываю не для того, чтобы вы слово в слово запомнили, хотя это тоже было бы неплохо. Но то, что я вам только что рассказал, то это еще далеко не все, хотя уже и немало. Об этом вирусе можно много еще чего интересного рассказывать. Вопрос не в этом. Цель данной информации в том, чтобы вы поняли, что вирус РРС – цепучая зараза. И что если он, не дай бог, возникнет в вашем хозяйстве, то избавиться от него будет очень и очень тяжело. Да, вакцина от этого заболевания существует. Причем и живая, и инактивированная. Но не все так просто, что вот вы взяли вакцину, провакцинировали поголовье и проблема тут же исчезла. Нет. Для этого существуют определенные схемы вакцинации с поочередным использованием живой и инактивированной вакцины. При вакцинировании стада на некоторых фермах результат будет хорошим, а на некоторых не очень. Все дело в том, что одна и та же свинья может быть инфицирована разными вариациями вируса. Вакцинацию свиноматок необходимо проводить 3 раза в год. Хотя некоторые специалисты говорят, что это надо делать 4 раза в год. В это время надо вакцинировать еще и поросят. Почему? Да потому что надо прийти к такой ситуации, чтобы на ферме были вакцинированы все животные. Чтобы на ферме рождались поросята только от вакцинированных свиноматок. Первый раз свиноматки вакцинируются живой вакциной, а потом инактивированной. Такой порядок вакцинации проводится для того, чтобы избежать выделения вируса с живой вакциной. После применения такой стратегии на протяжении 2 лет мы можем сделать диагностику всем свиноматкам на наличие вируса РРС. И тогда при отрицательном результате мы, возможно, можем сказать, что наше стадо свободно от данного заболевания. Подчеркиваю, что возможно, можем сказать, но никак не с уверенностью. Это связано с тем, что есть еще одна особенность у данного вируса, о которой я еще не сказал, что вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней на протяжении долгого периода времени может находиться в миндалинах свиней. Поэтому есть рекомендации продолжать вакцинацию 2 раза в год, даже несмотря на то, что диагностика показывает, что вируса в стаде уже нет. Это надо для стабильного поддержания ситуации. Как видим, на ликвидацию данного заболевания уходит несколько лет упорного труда. Более того, слово ликвидация здесь не совсем даже и уместно. Данную болезнь нельзя полностью ликвидировать. Ее можно только контролировать. Некоторые страны пытались это сделать, но, увы, ничего у них не получилось. Это пытались сделать Венгрия и Соединенные Штаты. Поэтому здесь вывод только один. Надо всеми силами постараться не допустить возникновения данного заболевания у себя в хозяйстве. Что надо для этого делать? Первое. Надо очень жестко контролировать завоз нового поголовья. Чаще всего репродуктивно-респираторный синдром свиней возникает после приобретения клинически здорового ремонтного поголовья, у которых, возможно, есть вирусоносительство или бессимптомное течение болезни в скрытой форме. Также вирус может передаваться через сперму хряков-производителей при случке или при искусственном осеменении. Поэтому завоз нового поголовья и сперма – это основная угроза возникновения РРС. Из приятного могу сказать только то, что вирус РРС легко контролировать при помощи дезинфекции. На него действуют практически все дезинфектанты, убивающие возбудителей, относящихся ко второй группе по устойчивости. В помещениях, не подвергаемых дезинфекции, вирус сохраняет вирулентность в течение 3 недель после удаления больных животных. Поэтому система мероприятий по биобезопасности – это ключевой момент по защите хозяйства от РРС. Как, впрочем, и от множества других заболеваний. Есть еще момент,
о котором надо обязательно помнить. Вирус передается по воздуху на достаточно большие расстояния. Есть информация, что аэрогенно вирус может передаваться на несколько десятков километров. Поэтому, если в вашем районе есть хозяйство, неблагополучное по данному заболеванию, то избавиться от него возможно только в том случае, что все будут проводить мероприятия, направленные на его ликвидацию. Это как борьба с колорадским жуком. Если вы потравите жуков, а сосед нет, то все равно через некоторое время на вашем огороде жуки все равно появятся. Другой пример – это клещ ворова. Эффект будет только тогда, когда все пасечники будут одновременно проводить обработки против клеща. Вот точно так же и с вирусом РРС. В наших последующих видео мы более подробно рассмотрим меры борьбы и схемы вакцинации свинопоголовья, если в хозяйстве возник РРС. Но это будет потом. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!